Всем привет, с вами председатель, и сегодня, как я и обещал, мы поговорим об Александре Ярославиче Невском, о его командировках в Монголию, в ставку великого хана в Каракарум, о чудесах управления сразу 3 княжествами, причем 2 киевским и Владимирским. Он правит как наследный князь, а новгородским правит как приглашенный. О битвах, сражениях Александра. Что о нем пишут летописи, а что о нем пишет его же житие, что о нем пишут вообще иностранные источники. Поговорим о его мощах, о его раке, о его шлеме, который вдруг оказался не его шлемом. Поговорим о Золотой Орде, о Папе Римском, о католичестве. Обещаю, будет интересно. Срочная новость очередной технической революции и того, как изменился мир наушников. И тюменские беспроводные наушники CG-Pods от компании Case Guru здесь рулят. Об этом пишут издания «Коммерсант», «Forbes» и «Комсомольская правда». СМИ признают, CG-Pods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. У CG-Pods есть влагозащита, выдержит любые влажные процедуры. Звук сочный, потому что огромный динамик 10 мм. Форма антропометрически выверенная. Наушники вообще не ощущаются в ушах. И не выпадают, развесовка ножки грамотная. Первые в мире берушники, 3 в одном. Мощный шумоподав заглушит любые внешние шумы, даже шумных соседей за стеной. Стоят CG-Pods 5000. Ссылка и код на скидку 200 рублей в описании. Александр Ярославич Невский. Мало того, что это национальный герой, в честь имени которого учреждены ордена Российской империи, Советского Союза и, наконец, Российской Федерации. Так помимо того, он еще и полководец Святой Русской Православной Церкви. Александр Невский канонизирован в лике чудотворца. И вот о его так называемых чудесах мы сегодня и поговорим с вами. Вы понимаете, вообще эта тема очень скользкая. Например, за критику Александра Невского или за отрицание, что такой персонаж вообще был в нашей истории, могут легко вызвать в Следственный комитет с дальнейшим отбыванием в места не столь отдаленные. А это нам нужно? Конечно, нет. Поэтому мы под сомнение ничего не ставим. Все как есть, так и есть. Нас все устраивает. Но хотелось бы кое-какие моменты все-таки уточнить. Вы же понимаете, что Александр Невский во всех летописных списках назван просто Александром Ярославичем. Своеобразный титул «Невский» он получил уже, скорее всего, от наших историков. Первое же упоминание Александра Ярославича в летописи нам повествует как раз об его отце Ярославе Всеволодовиче, где он в 6736 лето или в 1228 год приезжает в Новгород и оставляет здесь малолетних сыновей Федора и Александра. Вообще, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, тоже очень интересный персонаж. В свою очередь, его отец был Всеволод Большое Гнездо. Как вы понимаете, титул Большое Гнездо ему также достался от наших историков, так как, по их словам, у него было очень много детей. И если начинаешь разбираться, то в этих детях, если честно, можно запутаться. Ярослав в крещении получается Федор, Владимир Дмитрий, а Святослав Гавриил. И в летописях они называются то своим именем, то именем по крещению. И, если честно, голова от всего этого идет кругом. А может, оно так и задумано, чтобы никто ничего не понял. Об отце Александра Невского, Ярославе Федоре, мы, конечно, обязательно поговорим. Он ключевое действующее лицо вообще в житие Александра Невского. А вот как раз повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра нам рассказывает полную историю Александра Ярославича Невского. Как нам говорят, известно аж 13 редакций этого жития. Одну из них мы можем прочитать в лицевом летописном своде. Как нам говорят, это литературное произведение 13 века. Обращаю ваше внимание на то, что это литературное произведение, в котором до малейших подробностей описано житие и все битвы Александра Невского. Причем, как я вам говорил уже в прошлом своем ролике, если внимательно изучить описание ледового побоища в этом житие или той же Невской битвы, а там идут очень детальные описания этой битвы. Тактика, ход боя. И это все полностью составлено из цитат Иосифа Флавия о Иудейской войне, из цитат Тита Ливия, а это, как нам говорят историки, 1 века, от Рождества Христова.
Причем это житие, как нам говорят, пишется тоже в 13 веке, в том же веке, когда и жил Александр Невский, буквально через 40 лет после его смерти. Удивительно, какие просвещенные были у нас монахи, что читали Тита Ливия и Иосифа Флавия. Видимо, изучали Иудейскую войну. А может быть, это житие было написано не в 13 веке, может в 19? Просто предположим. Кстати, вообще тема о так называемых литературных произведениях, о житие святых, мне кажется, намеренно не придается огласке. Хотя еще в 19 веке русский литературовед Арсений Петрович Кодлубовский, который как раз изучает житие русских святых и пишет поэтому несколько книг, где житие русских святых под копирку списано с жития византийских святых. Кому интересно самому разобраться, я оставлю ссылку в описании на его книгу «Очерки по истории древнерусской литературы. Житие святых». Сам я вам читать не буду, потому что очень много гневных сообщений, что председатель вообще обленился, ни черта не делает, весь ролик зачитывает какие-то книги, да былины. Поэтому не буду отбирать у вас удовольствие, почитайте эту книгу сами. А в двух словах, например, житие Меркурия Смоленского является адаптацией Меркурия Кесарийского. Смоленский живет в 13 веке, Кесарийский в 3. Житие Авраамия Ростовского, который живет в 11 веке, переложено на Авраама Корийского из 5 века. Если интересно, вы сами можете разобраться. Так что вы понимаете, что такое вообще житие русских святых? Как они писались? Я думаю, точно так же, как и наши летописи. На скорую руку. С приходом династии Романовых нужно было сочинить новую историю. Оправдать немцев на русском престоле. Показать всю терпимость русского народа, который 300 лет был под игом. Править собой не мог, позвал норманов. И все в таком ключе. Так вот, первое упоминание об Александре Невском у нас идет в новгородской летописи, когда Александру было 8 лет. Его отец оставил его вместо себя на княжение в Великом Новгороде, пока сам пошел в поход на Прибалтийские земли. Для удобства я открыл статью в Википедии «Новгородские князья». Так вот, 1228-1229 год Федор Ярославич и Александр Ярославич совместно княжут в Новгороде по этой статье. Но на самом деле их 8-летних пацанов просто оставил отец вместо себя. Что, с одной стороны, тоже немножко удивительно. Нам же говорят, что новгородские земли, Новгородская республика выбирала князя на княжение. И как-то удивительно, что они выбрали Ярослава Всеволодовича, а он, проезжая мимоходом, сказал: я здесь вот 2 ребят своих оставлю, а сам пойду пока рыбу половлю. В прошлом видео, когда мы говорили о господине в Великом Новгороде, я уже говорил, что новгородцы с князьями заключали некоторые договора. И не думайте, что какому-то князю было просто за честь править в Великом Новгороде. Нет, они получали за это жалование. Правда, какие договора, на сколько лет, какое жалование, таких сведений нам, к сожалению, не предоставляют историки. Но вот то, что за это жалование князь просто ставил в городе своих посадников и уезжал по своим делам, а за что, собственно, тогда ему платить жалование? В общем, если пробежаться по князьям Новгородской республики, мы увидим, что некоторые правили повторно, кто-то в 3-й раз, кто-то в 4-й раз, и это как-то становится интересно. Например, и Александр Невский, и его отец Ярослав Всеволодович по официальной истории аж целых 4 раза были великими князьями новгородскими. Хорошо, мы договорились, что первое княжение Александра Ярославича не в счет. Ему было всего лишь 8 лет. А вот самостоятельно Александр Ярославич начал княжить в 1237 году. Я буду использовать даты от Рождества Христова, чтобы нам всем было понятно и мы не путались в летах от сотворения мира, по которому, собственно, наши предки в то время и жили, считали свое время. Так вот опять удивительное совпадение. Начинается самостоятельная деятельность Александра Невского в тот момент, когда идет так называемое нашествие на Русь Золотой Орды. Я думаю, такие совпадения нужно подмечать. 1237 год, Батый разоряет Рязань. Вообще, если проследить хронологию завоеваний Батыя, начиная с 1237 года,
когда он в конце декабря уничтожает Рязань, уже в начале января захватывает Коломну, в середине января захватывает Москву. Ну, как нам говорят, это было 20 января 1238 года. А 3 февраля, спустя всего лишь 2 недели, он берет Владимир. Владимир, который был центром Владимира Суздальского княжества. Как нам говорят, это город-крепость, вот макет, смотрите. По этой хронологии лучше бы, конечно, было сделать отдельный ролик. Или, знаете что, давайте попробуем обсудить эту тему в моем телеграм-канале. Ссылку на него вы, как всегда, найдете в описании под этим роликом. Так вот, как в нашей поговорке «Мамай прошел», также прошел Батый, уничтожив все центральные города Руси, дошел до Торжка, взял его. А вот на Новгород, на господин Великий Новгород, который открыл бы ему путь в Балтийское море, он не пошел. Ну, почему-то посчитал ненужным. Ну, я думаю, нам нужно открыть еще и список князей Владимирских. Ну, чтобы понимать, как там вообще происходило управление этими землями, какие рокировки были. В общем, в момент нападения Батыя на Владимир, там княжил Юрий Всеволодович. Ну, Всеволодовичи – это все от Большого Гнезда, от Всеволода. Я лично так их различаю. В общем, вместо того, чтобы с ратью встречать в укрепленном большом городе Владимире войско Батыя, он почему-то с армией со всей уехал собирать какое-то большое войско. Ну, видимо, что до этого взяли Рязань, Коломну, Москву. Ему особо не было дела и думал, авось пронесет. Голубиной почты, видимо, не было, а всех воронов перестреляли. В итоге он оставил там свою жену, дочерей, сыновей. И когда под Владимир пришел Батый, по сути, оборонять город было некому. Его взяли буквально за несколько дней. Всех сжег, всех убил. Потом на реке Сити догнали и Юрия Всеволодовича со своей ратью, которую он собирал, и там его, собственно, и порешили. Ну, тактика, стратегия, видно, был не его конек. И вот тут во Владимире приходит время отца Александра Невского. Как я уже говорил, он несколько раз был великим князем новгородским. В 1215 году, потом в 1222, потом в 1226, наконец в 1231. Потом он стал великим князем киевским 1236-1238. И вот после убийства его брата он, наконец, становится великим князем Владимирским. И правит здесь аж 8 лет, до 1246 года. Я надеюсь, в цифрах мы не запутаемся, здесь, в принципе, все рядышком. И если во Владимире и в Новгороде князья менялись хаотично, ну, новгородцы, например, князей приглашали, кого захотят, а за киевский престол всегда все дрались. Ну, так как-то получается в нашей официальной истории. А вот со Владимиром все ровно и спокойно. Умер старший брат, Владимирский стол занимает следующий по очереди. Но Золотая Орда как быстро пришла, так, собственно, быстро и ушла. Почему-то уже в следующем 1239 году русские князья не собирают какую-то немыслимую рать, народное освободительное движение, которое было, например, в смутное время, что аж с Волги пришли освобождать Москву от поляков. Здесь нет, здесь продолжается своя жизнь. Ее почему-то наши историки называют междоусобицей, то есть идет постоянное сражение за княжеские престолы, рязанские, смоленские, владимирские, новгородские и так далее. Вроде бы как может не сплотить внешний враг? Проклятый Батый. Ну, Русь, видимо, уже приняла христианство, ударили по одной щеке, подставь другую, и продолжают грызться друг с другом. Такая мышиная возня. Вместо того, чтобы идти ответить Батыю, ну, я не знаю, собрать поход в Каракарум, завоевать Монголию к чертям. Ярослав Всеволодович решает пойти в Смоленск. И вот тут, скорее всего, уже со своим сыном Александром Невским Ярослав Всеволодович отвоевывает Смоленск у Великого княжества Литовского. После чего, собственно, Александр Невский женится. Кстати, кто помнит серию моих фильмов по оружейной палате, вот шлем якобы отца Александра Невского, Ярослава Всеволодовича. Как нам говорят, он его потерял в одной из своих битв. Ну а про шлем Александра Невского, я думаю, вам напоминать не нужно, который даже был запечатлен на большом гербе Российской империи, но потом, правда, решили, что этот шлем к Александру Невскому никакого отношения не имеет. Да на нем еще и арабской вязью «Нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед пророк его». Историки покумекали и решили его приписать к первым Романовым. Но сейчас не об этом. Я хочу показать, что Батый якобы захватывает один город за другим, а наши князья даже не обороняют свою вотчину, Владимир,
Они где-то воюют там между собой в Смоленске и в Новгородской республике. Александр Невский уже князь новгородский с 1236 по 40 год. В этот период проходит не совсем понятная для меня лично битва при Сауле. Это когда орден меченосцев вместе с новгородцами и псковичами решили напасть на языческую Литву. Ну, с одной-то стороны, конечно, здесь язычники, а здесь христиане. Но подождите, орден меченосцев – это католики, а псковичи и новгородцы, как нам говорят, православные. Так мало того, в новгородских землях язычество еще не так скоро вывели. Но, я так понял, в этой битве князь Александр Невский не принимал никакое участие. Ну, кто новгородцам князь? Да никто, они его нанимали, а захотели – прогнали. Новгородцы вообще были очень воинственными. Ну, если вспомнить тех же новгородских ушкуйников. То они на Волге пиратели, то вообще пошли столицу Швеции, Сигтуну, разгромили. И, как нам говорят, привезли оттуда вот эти вот Магдебургские врата, которые раньше назывались Сигтунскими. А вот в 1240 году уже, как нам говорят, было непосредственное участие Александра Невского в битве. Это как раз и была та битва, в честь которой Александр Ярославич получил прозвище Невский. Ну, во всяком случае, так нам говорят. Вообще, Невская битва описана только в новгородской летописи. Это единственный источник об этой битве вообще. То есть, в житие Александра Невского идет точное повторение текста из новгородской летописи. Ну, уже с добавлениями цитат из Тита Ливия и Иосифа Флавия. А почему, вы сейчас поймете? Потому что, по факту, эта битва описана в двух предложениях. Да, и, кстати, в шведских хрониках про эту битву вообще ничего не сказано. То есть, новгородская летопись – это единственное упоминание вообще об этой битве. Вот передо мной полное собрание русских летописей, 3-й том. В лето 6748 придоша Свеи, в силе велицы и Мурмане, и Сумь, и Емь, в кораблях множество много зело. Свей с князем, и с пискупы своими, и сташа в Неве устье и жеры. Хотячи всприяти Ладогу, просто же реку и Новгород, и всю область новгородскую. Дальше тут монашеские воспевания к богам, это мы пропустим. И вот князь же Александр, не умедли мало, с новгородцы и с ладожаны, приди на ня и победи я, силою святая Софии и молитвами бла-бла-бла-бла. Тут два слова по делу, 40 воспевания псалмов. И тут бысть велика сеча свеям, и ту убиен бысть воевода их именем Спиридон. Как вам такое имя шведское Спиридон? А инии творяху яко и епископ убиен бысть, тут же и множество много их паде. И накладша корабля 2 вятших муж, преже себе пустиша и к морю. А прок их, ископавший яму, вметаша в ню без числа, и инии мнози язвни быша. И в ту ночь, не дождавшие света понедельника, посрамление от едоша. Так, кто не понял, в общем, шведы в ужасе убежали, ну, тех, кого не убили, а кого убили, в яму свалили, и их там без числа, то есть очень много шведов убили. Ну и воеводу Спиридона. А что же с новгородской стороны? Новгородцев же Тупади, Костянтин Лугатинец, Гюрята Пенищинец, Намест, Драчила Нездылов, сын кожевника, и всех 20 муж сладожаны. Или мне бог весть. То есть всего умерло 20 мужей, как тут написано, с новгородцами и ладожанами. Ну, то есть потери вообще минимальные. И князь же Александр с новгородцы и с ладожаны придоша все здравии восвояси, сохрани Богом и святою Софией и молитвами всех святых. Все, вот это вся битва. Я, честно говоря, думаю, что вот эта вот битва вообще была выдумана для того, чтобы оправдать, я не знаю, когда писалось «Житие», может быть, сам титул или название Александра Невский. Решили, что Невский он потому, что где-то на Неве он должен был выиграть какое-то сражение. Согласитесь, великим сражение это не назвать, там всего умерло 20 человек. Ну, сына кожевника, конечно, Драчилу Нездылова жалковато, но война, что поделать? Ну и опять же, Александр воюет на Неве, когда идет так называемое второе нашествие Батыя на Русь, и в 1240 году берут Киев, мать городов русских.
И, кстати, для Киева такой сильный переломный период в его истории, когда он действительно из метрополии, как, собственно, и переводится дословно «мать городов», он превращается не то что во второстепенный, а в какой-то захудалый городок. То есть в одночасье Киев становится владением Владимирских князей. То есть там правит Ярослав Всеволодович, его сын Александр Невский, но сами уже в Киев они не приезжают. Они правят якобы из Владимира. Потом нам вообще заявляют, что история Киевского княжества со второй половины 13 века вообще неизвестна. А потом бах, никому не нужный Киев оказывается в составе Великого княжества Литовского. Ну о Киеве мы как-нибудь поговорим отдельно. И вот как так получается, что в тот момент, когда берут Киев, мать городов русских, Александр сражается на Неве. Это происходит в июле, а через пару месяцев, в начале сентября, Киев осаждают татаро-монголы. Ну, кроме наших летописей, кто пишет о татаро-монголах? Католический монах-францисканец Карпини. Я вам уже зачитывал его сочинение, якобы он первый посетил Великую Монгольскую империю и оставил после себя описание этого путешествия. История монголов, именуемых нами татарами. Как я говорю, мы должны рассматривать все источники и того же Карпини, и Марко Поло, но прежде всего нужно здраво оценивать эти литературные художества. Помните, я вам читал якобы записки очевидцев смутного времени с какими-то ужасами про людоедство. Ну, я больше зачитывать это не собираюсь. Если интересно, посмотрите мои предыдущие фильмы. И все это именно для того, чтобы книга, по мнению автора, была интересна. Ну, сухое повествование никому не интересно, что сейчас, что в 15 веке, что и в 13, когда, собственно, и пишет свою повесть Карпини. Мы помним, что у того же Марко Поло ханская столица Хан-Балык стоит на Аби. Ну, вот, собственно, что пишет издатель 19 века про путешествие Карпини. Многие из сих описаний делались не на месте, а как то доказывает Марко Поло и Мандевиль, составлялись из памяти по возвращению в Отечество. От всего так часто недостает связи в рассказе. Царства и народы, имена и местоположения перемешиваются, острова показываются на материке, а материк превращается в остров. Сочинители не отличают того, что сами видели, от того, что узнали от других. И сверх того, еще большая часть из них, угождая вкусу своего времени, забавляют читателя чудесами и сказками. Подлинники многих путешествий до нас не дошли, а только выписки или поздние списки, деланные как кому хотелось. От всего переводы путешествий Марко Поло, Одериха Портинавского и Мандевиля так много отличаются один от другого, а от первого не отыскалось еще ни одной рукописи, которая не отличалась бы особенными сокращениями, вставками и переменами. Послушайте, то, что этот издатель говорит про сочинения европейских авторов, точь-в-точь подходит под сочинение наших церковных летописей. Подлинники многих путешествий до нас не дошли, а только выписки и поздние списки. То есть получается у нас такая история, что всю нашу информацию мы почерпнули из летописей, жития святых, описания вот таких вот путешественников, монахов-францисканцев и иностранных очевидцев, которые были на службе при польском или нашем дворе. А по факту ничему этому напрямую доверять нельзя. Что ж делать? Вопрос действительно интересный. Тут прям основу, базу из-под ног выбивают. Ну так вот, после этой Невской битвы новгородцы просто изгоняют зимой Невского из Новгорода. Это несмотря на то, что Ливонский орден пришел на земли Новгородской республики, уже взятый Сборск, осадили Псков, который сам потом откроет ворота католическому ордену. И только когда берут Копорье, то есть максимально приблизившись к Новгороду, новгородцы опять зовут Александра. «Приди и княж нами». И я заметил, что в этот период у Новгорода вообще не было князя. И Невский в этот период тоже нигде не княжил, ни во Владимире, ни в Киеве, нигде. Почему-то летописцы нам хотят показать, что князя призывали только на какое-то великое сражение, когда им срочно нужна была помощь. А историки, наоборот, заявляют, что князь нужен был новгородцам для суда. Ну, он, собственно, исполнял роль мирового судьи. Ему давался удел земли, именно, кстати, поэтому Александра Невского зовут Невским, потому что удел земли он получил где-то на Неве. И как феодал со своих земель получал какой-то оброк. Ну, в общем, местные жители ему несли деньги, а он,
справедливо рассуживал всех новгородцев. Я, честно говоря, не знаю, откуда историки берут эту информацию. Также они заявляют, что в некоторых летописях и сыновья Александра Невского назывались Невскими. Но так как сыновья в этой битве на Неве никакого участия не могли принять, то, соответственно, они и выдвигают теорию, что у Невского был какой-то надел земли на Неве. Кстати, обращаю ваше внимание, что в это же время на Руси начинается безмонетный период. Хороший вопрос, чем тогда вообще платили князю? Зерном, картошкой? То есть, вы понимаете, и безмонетный период здесь еще связан с так называемой Золотой Ордой. Ну, в общем, у новгородцев запахло жареным, и, позабыв старые обиды, благоверный князь Александр Невский прискакал на своем вороном коне и очистил русскую землю, ну, то есть землю Новгородской республики, от поганых врагов. Вот такое ощущение, что кроме новгородских дел у Александра Невского вообще других дел не было. То есть, что там татары Русь топчат в том же Владимире, где стол у его отца, который обложен данью, ну, это как-то по боку. В общем, став князем, в очередной раз новгородским, Александр Невский отбирает взад Псков, отбивает у рыцарей ордена Копорья и дает бой на Чудском озере. Ну а с Ледовым побоищем все то же самое. В наших летописях в житие это описано как грандиозное, просто великое сражение за землю русскую, а в ливонских хрониках как небольшая стычка. Ну, собственно, никаких артефактов до сих пор не могут найти после такого грандиозного побоища. Ну, как, собственно, никаких артефактов после Александра Невского и не осталось. Нам, конечно, пытались сказать, что вот этот шлем его, но потом покумекали и решили, что это будет выглядеть смешным. То же самое и с мощами Александра Невского. Мы знаем, что он был захоронен во Владимире, но Петр I его мощи перевез в новую столицу, в Санкт-Петербург, где и были размещены в Александро-Невской лавре. Ну, Невский в Александро-Невской. Правда, какая рака была на могиле Александра Невского, нам доподле неизвестно. Вот эта вот серебряная рака, как нам говорят, в стиле барокко, была сделана уже при Елизавете Петровне в середине 18 века. Вообще удивительно. Рака в стиле барокко, то есть с чем Александр Невский боролся, с орденом, с католиками, на то, как говорится, и напоролся. Ему такую же сделали раку, как у римских пап. Православненько. Да, ну и советская власть везде сует свой нос, как говорится. В 1922 году они взяли да расковыряли гробницу Александра Невского. Ну, чтобы посмотреть, что там за мощи-то. Нетленные или тленные. Нафотографировались вдоволь, сделали селфи и заключили следующее. В раке было найдено 12 небольших костей разного цвета, что значит от разных мощей. К тому же в раке оказалось 2 одинаковых кости одной правой ноги. В общем, чудеса да и только. Ну а после так называемого ледового побоища начинаются покатушки в Орду. Сначала вызывают отца Александра Невского, причем не куда-нибудь, а в сам Каракарум, где его, как нам говорят, и отравили. Я, честно говоря, не совсем понимаю, для чего нужен был такой квест. Нам же сами историки говорят, что у татар была такая сила, что они спокойно могли убить в назидание князя прямо здесь, на месте. Зачем было его тащить в Каракарум? Но, как вы понимаете, никакая дорога в Каракарум в летописях не описана. По каким дорогам, по каким рекам, сколько? Правда, историки нам говорят, что ямская служба у монгол-татар была очень развита. То есть информация, письмо или какой-то указ доставлялся со скоростью 300 км в день. Я, правда, не нашел источников, откуда историки черпают эту информацию. По мне, это какие-то заоблачные цифры для 13 века. И то же самое нам говорят и про Александра, что в 1247 году он поехал в Монголию к хану. И вернулся только со своим братом Андреем в 1249 году. То есть 2 года княжения его не было. Я не знаю, у новгородцев он за свой счет отпуск брал. Что там он, больничный, может, предъявил? Или какая-то уважительная причина, хоронил отца? Платили они ему за этот период жалования, не платили? Непонятно. Ну и как уже понятно, после смерти их отца Александр Невский становится великим князем киевским. А вот его брат Андрей, причем младший брат, великим князем Владимирским. Хотя историки нам утверждали, что Киевом правили из Владимира, и, собственно, владимирские князья становились и князьями киевскими. А здесь как-то вот так вот получилось. Но так решил хан.
Ну, как обычно у нас бывает, хоть Александр Невский и святой, но брат идет на брата. В общем, не поделили княжение. В итоге Александр Невский одновременно становится великим князем Владимирским, великим князем Киевским и великим князем Новгородским. Ну, вы сами можете понять, какие концы: из Владимира в Новгород или из Владимира в Киев, из Киева в Новгород. Тут в одной дороге всю жизнь можно провести. А вот ради чего? Ради земли великорусской. Мы же с вами говорили, на Руси начинается безмонетный период. Денег нет, но вы держитесь. Вообще удивительный безмонетный период на Руси, ну, собственно, и в Новгороде, и начало функционирования так называемого Ганзейского союза, который напрямую торговал с Новгородом. Об этом мы поговорим отдельно. Ну, а теперь давайте посмотрим на отношения Александра Невского с церковью, с православной, с католической, со всеми. Кстати, ярлык хана мне почему-то больше представляется как вот такой вот ярлык Ватикана, папская була. Кстати, и самого папу могли называть батя, Батый. Но это просто предположение. Ну, как ни крути, среди наших артефактов ярлыков монгольских на уйгурском языке, к сожалению, не осталось. А вот переписка папы с Александром якобы есть. Он ему предлагал и стать королем Руси, которым в дальнейшем стал Даниил Галицкий, и просил перенять католичество, что якобы его отец, Ярослав, вроде как обещал подумать об этом. И что интересно, мы видим, как строятся церкви, монастыри, в том числе ханские ярлыки даются и на земли монастырей, освобождая их тем самым от уплаты дани. И это все от монгольских ханов, которые, как нам говорят, совершенно другой веры. То есть церковь во времена татаро-монгольского нашествия у нас процветает. И примерно то же самое происходит на территории Великого княжества Литовского, где вроде с одной стороны есть и православие, и католицизм. Но православные приходы с каждым годом становятся все беднее и беднее, потому что католическая римская церковь также освобождает от налогов католические приходы и монастыри, всячески помогает им. Ну, я лично вижу здесь четкую параллель. И с одной стороны, в Великом княжестве Литовском все понятно, католики продвигают католиков, но вот почему монголы продвигают православие, я, честно говоря, не понимаю. Ну и вообще в наших летописях эта ига описывается как какое-то божье наказание, божья кара. При этом с минуты на минуту ждут апокалипсиса, второго пришествия Христова. Почему-то такие прогнозы были на 7000-е лето. И опять нестыковка, вроде апокалипсис, кара божья, ига татаро-монгольская, но при этом идет расцвет русской православной церкви. Ее освобождают от налогов, идет строительство монастырей и церквей. При этом никого не пытаются насильно крестить в свою басурманскую веру. А вот католики почему-то нам все время пытаются навязать свою веру, предлагая сделать того же Александра Невского королем Руси. Странный титул, но он действительно был. Мы же знаем, что Папа Римский назначал императоров Священной Римской империи. Так же он мог и назначать королей Руси. Вот они, папские булы и ярлыки так называемые. Можно поговорить и про римские церкви в Пскове, но, я думаю, лучше это обсудить, когда будем говорить про Псков. Ну и, видимо, вот за такой вот отказ папе, кто там тогда был, Иннокентий IV, Невского в итоге и отравили, как нам говорят, точно так же, как его отца, по пути в Орду или из Орды. Но вы же понимаете, чтобы князь добирался в монгольскую столицу, непонятно по каким дорогам, рекам, но это на самом деле для тех лет было просто грандиозным путешествием. А вот если эта ставка Орды была где-то рядышком, как потом нам скажут, что она будет уже здесь, на юге, где-то в районе Астрахани, а может в Крыму, в генуэзских крепостях, то это уже, как говорится, другое дело. И вот очень жалко, что историки почему-то всегда пытаются политизировать любую личность. То есть каждый тянет одеяло в свою сторону. Одни пытаются назвать Невского героем, другие предателем, что он якобы служил Орде. А кто такая Орда? Историки иногда сами себе противоречат. Говорят, что Александр Невский сделал выбор в сторону православия, то есть отказался от католической веры. Вот он такой самостоятельный, принял решение. А с другой стороны нам говорят, что князь вообще был не самостоятельной фигурой. Всем управлял хан, давал ярлыки на княжение. И попробуй, Александр Невский, прими католицизм, так вся мощь татаро-монголов сразу бы сравняла с землей русскую равнину, с ее городами. За что же тогда его канонизировали?
он не проиграл ни одного сражения. Но это похожая история, как и святой адмирал Ушаков, тоже не проиграл ни одного сражения. Но Александр Невский канонизирован Русской Православной Церковью в лике чудотворца. Ну, с одной стороны, чудес он действительно много натворил. Вот все, что я вам рассказывал, по-другому как чудо описать вообще нельзя. Одновременно правит и в Киеве, и в Новгороде, и во Владимире, при этом ездит в Монголию, в Орду. При первом зове прибегает и громит всех врагов. Чудеса, да и только. Ну вот в наших летописях, в том же лицевом летописном своде говорится, что гроб Александра Невского исцелял людей. И мощи у него там были нетленные, хотя в 22 году советская власть это опровергла. В одной летописи говорится, что при пожаре эти мощи сгорели, в других, что чудом уцелели. При этом людям было небесное видение, как князь Александр на коне поднимался вверх. И вот вы знаете, все видения почему-то были до изобретения видеокамеры. Сейчас то ли Бог отвернулся от нас, то ли святые, то ли ладан стал не тот, и после его воскурения ничего не видится. В общем, как говорится, дело ясное, что дело темное. И вы понимаете, я не пытаюсь выдвинуть какую-то свою теорию. Я лишь пытаюсь показать вам несостоятельность теории официальной истории, которую почему-то приняли за истину. И я считаю, нам просто необходимо эту их теорию пересмотреть. Причем как можно быстрее, чтобы начать поиски настоящей истории наших земель. Не поленитесь, оцените это видео. Поставьте большой палец вверх или вниз, если оно вам не понравилось. И напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Ну а теперь давайте вместе порадуемся приходу весны. Улыбнемся солнышку. Нам ведь не нужен особый повод, чтобы порадовать дорогих людей красивыми, оригинальными, а главное полезными вещами из магазина rusскаяодежда.рф. Без сомнения, визитной карточкой предсельмага стали рубашки в русском стиле, косоворотки и гимнастерки, более 30 различных цветов. Только натуральные хлопковые, льняные, шерстяные и шелковые ткани. Различные модели. От традиционных с прямым воротом до всевозможных моделей с накладными и вшитыми карманами. Мужские и женские рубашки с капюшоном, а также исполненные по индивидуальным заказам. Очень популярны стали брюки со всевозможными карманами и без. Спортивные и классические. Зимние теплые и летние льняные. Все без исключения комфортные и функциональные. С замечательной посадкой и высокого качества материала и пошива. Телогрейки и меховые овечьи жилеты разных цветов дополнят образ. Спортивные костюмы из лучшего трикотажа с капюшоном или без него невероятно актуальны для межсезонья. Сделайте себе подарок или порадуйте родных и близких красивой, нужной домашней одеждой. В шелковой пижаме кожа дышит. Необыкновенно приятные тактильные ощущения и мягкая текстура. Химический состав сходный с человеческим волосом. Шелк, как и лен, способен приобретать температуру тела человека. Не зря его часто называют второй кожей. Милая весенняя, чудо очаровательные, великолепные душегрейки из оригинальных павлопосадских платков. Каждая жилетка, как и платок, уникальна, у каждой свое название. Только натуральная шерсть. Подкладка из льна или из натуральной овечьей шерсти. Не просто оторочена мехом. Душегрейку можно вывернуть и носить на другую сторону. Дополнит комплект чудесные рукавички или сумочка с фермуаром на выбор из того же платка. Яркая, нарядная, изготовленная по эксклюзивному авторскому дизайну в единственном экземпляре. Только для вас. Удивительно качественная обработка и подкладка из натурального шелка. Наш интернет-магазин rusскаяодежда.рф открыт всегда, и мы всегда рады помочь выбрать современную одежду и аксессуары с русским колоритом. А в шоуруме в Москве на Курской вы и сами можете подобрать то, что вам понравится из готовых изделий. У меня на этом все. С вами был председатель. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока.